Чао, какао, с вами Фравау, и сегодня будет сборка брендового ПК на FM2 Plus сокете. Это мой предыдущий ПК. Сидел я за ним с 2015 по июль 2020 года. Но, чтобы хоть как-то жить по плане контента и тренда, я апгрейдил видеокарту на 1050 Ti, которая сейчас находится в моем основном ПК. Ролик по основной сборке ПК можете посмотреть по аннотации в правом верхнем углу. Присаживайтесь поудобнее, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и приятного просмотра. Начну с материнской платой. Это материнская плата Acer Aspire TK220 на сокете FM2+. Это материнская плата формата Mini DTX. Имеет 4 слота DDR3 оперативной памяти с максимальной поддержкой 16 ГБ. Максимальный конфиг модулей следующий. Или 4 по 4 ГБ, или 2 по 8 ГБ. Далее идет процессор AMD A8-7600. Это четырехъядерный четырехпоточный АПУ с тактовой частотой 3,1 ГГц, с турбобустом до 3,8 ГГц. Процессор выполнен на архитектуре Каврин и 28-нанометровом техпроцессе. ТДП процессора составляет 65 Вт. Данный проц имеет AVX инструкции. Кэш второго уровня составляет 4 МБ. Кэша третьего уровня данный камень не имеет. Охлаждается этот процессор боксоподобным алюминиевым кулером от Cooler Master. Далее я соберу платформу этого компьютера. Термопасту решил попробовать Arctic Cooling MX2. Думаю, что она лучше покажет себя, чем Deepcool Z5. Размазывать термопасту можно как вам удобно, но я предпочитаю намазывать термопасту по всей крышке процессора. Переходим к оперативной памяти. В качестве ее будут выступать два модуля от Hynix по 4 ГБ. Как ставить оперативку? Открываем защелки, вставляем оперативную память слота одного цвета, чтобы был двухканал по ключам, и нажимаем аккуратненько до щелчка. Переходим к видеокарте. В качестве ее выступает AMD Radeon RX 7040 на 2 ГБ GDDR3 памяти. Версия для OEM производителей. В качестве блока питания выступает ББ от Lite-On на 220 Вт. Некондиционный ББ тоже отправится в эту сборочку. В качестве накопителя будет выступать SSD AMD Radeon R5 емкостью 240 ГБ. Самое топ от системы — необходимый софт и несколько игр. Корпус здесь тоже от Acer формата Mini Tower. Не буду долго разглагольствовать, давайте приступать к сборке.
Далее идут тесты CPU-Z, GPU-Z и AIDA 64. Как видите, контроллер памяти в процессоре просто днище, так как задержки составляют 116,9 наносекунд. Частоту памяти материнка слегка разгоняет, и составляет она 1620 МГц. Переходим к тесту игр и залетаю я с GTA 5. Разрешение экрана 1600 на 900. Настройки графики минимальные. Стабильные 30 кадров на таких настройках обеспечены, несмотря на то, что эта карта является затычкой. На 1280 на 720, если он красен, ситуация будет лучше. Кто хочет консоль, можете брать подобные тачки. Далее идет CSGO. Разрешение здесь уже 1920 на 1080. Настройки киберспортсмена. Средний FPS в бенчмарке составляет 42 кадра. Самым проблемным местом в этой игре является вход в дымовую завесу. В катке ситуация, понятное дело, будет лучше. Играть можно, если ты не рукожоп. Далее идет Dota 2. Full HD минималки. На таких настройках FPS от 80 до 100 кадров. Играть комфортно. Следующей игрой на тесте будут танки Блиц. Почему я ставлю Блиц, а не классику? Во-первых, лень качать 52 гига. Во-вторых, если Блиц идет, то в 90% случаев классика тоже пойдет. На этой конфигурации я играл в свое время в классические танки. Играть комфортно. Последней игрой на тесте идет Майнкрафт. Последняя версия Steam Launcher 1.16.4. Немного порезав настройки, добился стабильных 60 кадров при Full HD. Поиграть в Майен удастся с удовольствием.
Пришло время подводить итоги. Данная конфигурация хорошо подходит под популярные игры. Но монтаж и стриминг, увы, эта компания не затащит. Поэтому я и переехал на ряженку. Этот комп таки монолит школа гейминга. Всем спасибо за просмотр, с вами был Фаровал. Ставим лайки, подписываемся на канал и жмакаем колокольчик. Чао!